Привет! И в этом видео прям без церемоний покажу, как я сделала вот такую укладку. Помыла волосы, нанесла термозащиту, прочесала, просушила до 80% сухости. Вот так это примерно смотрится. Взяла брашинг диаметром 25 мм. И для удобства начала с зоны макушки. Выделила прядь. Сначала я ее прогрела, для того, чтобы она стала пластичной и начала принимать ту форму, которую я для нее задумала. И вот такие выкрутасы брашингом, которые вы сейчас видите, сначала нужно потренироваться без фена. Рука привыкает очень быстро, примерно 4-5 раз с каждой руки, и у вас уже должно все получиться. Сейчас было я не прокомментировала, давайте еще раз. Я прогреваю прядь, затем подставляю брашинг к прикорневой зоне и протягиваю буквально несколько сантиметров вниз, дальше перекрут, снова немножечко протягиваю, снова перекрут и так до конца пряди. Должен получиться вот такой хорошо прогретый жгутик, и пока он не остыл, я быстренько накручиваю его вот таким образом на пальцы, фиксирую клеммой и приступаю к следующей пряди. Точно так же подхватываю прядь брашингом, то есть я ее сначала прогрела, а потом подложила прядь в прикорневую зону, подхватила ее. Эту прядь у лица я накручиваю назад, и вот таким образом через перекрут я снова создаю новый жгутик. И пока он горяченький не остыл, я быстренько накручиваю его на пальцы и снова фиксирую клеммой. Это нужно для того, чтобы в процессе охлаждения прядь приняла ту форму, которую мы для нее задумали. Без охлаждения ничего не получится. Например, вот вы накрутили такой жгутик и тут же его расправили. Прядь останется идеально прямой, такой, какой была. Поэтому нагрев, натяжение и охлаждение играют важную роль в процессе формирования укладки. Кстати, про натяжение. Не любой брашинг может иметь свойство хорошо натягивать волосы, создавать то натяжение, которое необходимо нам для формирования. Здесь у меня брашинг отлично справляется со своей задачей. У него есть щетина кабана и нейлоновые штифты. То есть, когда я подхватываю прядь, нейлоновые штифты хорошо цепляют и проталкивают прядь к щетине. Волосы не выскальзывают, создается прекрасное натяжение, и я начинаю прокручивать брашинг, протягивать, вытягивать. То есть уже можно полноценно с ним работать и не бояться, что тонкие волосы будут выскальзывать или раздуваться от фена в разные стороны. В общем, девочки, свойства и качество брашинга также имеют значение. И здесь дальше я сначала хотела вырезать весь этот процесс накрутки на брашинг, а потом подумала, что, может быть, кому-то будет интересно посмотреть как раз, как я накручиваю и фиксирую клеммами всю голову. Поэтому я решила оставить, просто ускорила таймлайн в монтаже, но не сильно, чтобы вы могли разглядеть какие-либо нюансы. Для меня не очевидные, а для вас, возможно, важные. Если у вас возникают вопросы, не ленитесь, задавайте их мне в комментариях, и я их буду прорабатывать, чтобы использовать эту информацию уже в следующих своих видео более раскрыто, детально акцентировать на этом внимание, чтобы вам было потом понятно. После того, как я все накрутила, я подождала минут 20, попила кофе с печеньками, потрогала свои пряди, прям руками надавила, они должны быть уже полностью холодными. И внутри, и снаружи. И вот после того, как я убедилась, что они полностью остыли, я начала снимать клеммы. Видите, какие уже упругие жгутики, завиточки такие у меня получились. После того, как я сняла клеммы, свои жгутики я разобрала пальцами, растормошила их у корней и обработала попрядно сухим текстурайзером. Наносила его внутрь укладки. Этот стайлинг добавляет воздуха, добавляет шершавости волосам.
Поверх еще немного добавила сухого лака, и вот такой результат у меня получился. Такая воздушная укладка, послушность волос будет держаться до тех пор, пока я не помою волосы. И, конечно, я вас благодарю за просмотр, за лайки, за комментарии, которые вы мне написали. Спасибо.